Вот так вот проходит марш по центральным улицам Варшавы. Уже примерно полчаса огромная толпа людей шагает по центральным улицам города. И такое ощущение, что здесь на самом деле собралось чуть ли не все население города. И основными кричалками я пока запомнил только «Ту Варшава маршируе» и «Една пуля, jeden немец». Во-первых, у меня небольшие флешбеки с перекрытия улиц вот таким вот образом с момента, когда приезжал Джо Байден. Очень интересно, но тогда не было настолько огромной толпы, тогда в целом толпы не было, просто были безлюдные улицы, вся толпа была возле сцены, где он выступал, а сейчас чуть ли не весь город идет по центральным улицам, которые были тогда перекрыты, и марширует, кричит лозунги. Блин, у меня все попытка сейчас дойти до самого начала, но из-за того, что я периодически останавливаюсь, снимаю какие-то видео, стараюсь снять какие-то проносики, потом мне просто в темпе приходится идти вперед, но в целом я двигаюсь быстрее, чем толпа. Я надеюсь, я успею дойти до начала, и вообще не знаю на самом деле, куда идут, какая конкретная конечная точка этого марша. Ну и прикольно, я себя так ощущаю, просто это уже какой-то другой уровень. Во-первых, вы видите микрофон петличный, который я на самом деле не настроил, но в нем есть функция бэкап записи, поэтому я на посте посмотрю, какой там звук, и я надеюсь, все будет очень четко. Я вроде все настроил, все работает, но посмотрим, увидим. Как раз вот такой вот тест в полевых условиях сразу сходу микрофона и, собственно, стадикама. По сути, я его тоже еще нигде не тестировал, прям так, чтобы что-то поснимать, и вот оно. Варшава сама делает мне ивенты, на которых я могу проверить свои гаджеты, все что угодно, не только их. Короче, спустя минут 10-15 я догнал начало, и то, мне кажется, это не начало, просто здесь видно машину, с которой вещает ведущий, не знаю, какой-то человек, и это уже успех, я считаю. Есть на самом деле какой-то прикол в том, чтобы идти вот в такой большой толпе. Я не знаю, некоторые не любят такое, некоторые могут засмущаться, там, я не знаю, им будет некомфортно. А у меня прям, я вот черпаю энергию от этой толпы. Очень прикольное замечание, кстати, что нет каких-то подстегиваний и начать творить беспредел. Хотя такая толпа, ну, ее сдержать очень сложно будет, мне кажется. Очень круто, что никто не агитирует делать какую-то дичь, творить беспредел и беспорядки на улицах устраивать. Но я надеюсь, что в какой-то степени это не из-за того, что здесь стража и в случае чего они могут это подавить, а просто потому, что люди все адекватные и просто культурно маршируют. Очень интересно, что тут в этом грузовичке просто сидит мужичок на баяне и играет. Вот такой вот лайв-концерт. Сзади меня стоит репортер с очень профессиональной камерой, и я себя со стадикамом и вот этим микрофоном чувствую, ну, примерно так же. Марш был из центра города, и итоговая точка – это памятник варшавским воинам, и здесь уже тоже есть своя толпа людей, и вскоре здесь будет концерт. Не знаю, это был очень интересный экспириенс. За толпой едет машина, которая убирает сразу какие-то... какой-то мусор, который убирает, они убирают эти фаеры. Очень атмосферно было, когда в 5 часов звучала сирена, и по всему центру просто задымели фаера красно-белого цвета. В итоге, конечно, люди их повыкидывали, не донесли до мусорок, но специальная организация убрала, и сейчас в центре ничего этого нет. Я хочу также отметить, что сегодня с самого утра погода была не очень, небо было затянуто тучами и облаками, и ближе к 5 часам перед тем, как должен был начаться марш и начать звучать сирены по всему городу, пошел дождь, но это никого не остановило, марш состоялся, и все люди дошли до памятника повстанцам, патриотам, и сейчас будет начинаться концерт. И перед началом концерта
погода начинает улучшаться, небо становится лучше, яснее, облака проясняются, выглянуло солнце. Не знаю, совпадение ли это или нет, но хочется верить, что все так должно было быть. В общем-то, вот так вот прошел День памяти спустя 79 лет повстанцам, которые освобождали город, благодаря которым сейчас здесь мирное небо над головой. Пишите лайки, ставьте комментарии и до встречи в новых видео. Polaka, bo my już